Парам забежал сейчас в комнату, схватился за деньги, перебирая деньги. What happened? Расскажи, зачем, кому ты собрался? Simran coming for Wali, take Wali money. Ну, сейчас мы вместе с вами увидим, кто там пришел за деньгами. А вот они. Hi. नहीं आएगा नहीं करो कर नच रही गली मेरी माँ चुनर गोटे में नच रही गली मेरी माँ चुनर गोटे. Вот, но теперь заслужили. Парам им хотел дать сначала, говорит, 50 рупий. Они говорят, мало, и поэтому он забежал. И все равно мало. 100 рупий тоже, говорят, мало. Вот это, да, вот это бизнес, я понимаю. Тут работаешь. They don't want 100 rupees. Next time, now no much business сейчас. Так, а что, мэм? Я похожа на миллионера. Я тоже так могу ходить, танцевать, песни петь. И никто мне ничего не заплатит. Вот видите, до какой степени это торгуются. Еще говорят, 200 рупий давайте. Всем привет, меня зовут Наташа, и вы зашли на канал «Замуж в Индию». Сегодня у нас праздник, сегодня 8 марта. Кстати, в Индии тоже отмечают этот день, но здесь это больше как о защите прав женщины. Да, Парам, сегодня? Yes. Happy Women's Day all. Парам всех поздравил, но у меня видео выходят с опозданием, поэтому вы уже, конечно, отметили. Пишите в комментариях, как вы отпраздновали, что подарили вам ваши мужчины, дети. Меня с утра порадовали мои мужчины завтраком. Так, мы делаем небольшую остановочку. Мы сейчас покупаем тортик Парам. Good afternoon. Вот, и идем отмечать 8 марта. Happy Women's Day. Поздравляю. Вот такой вот тортик испекла нам. Это милая женщина. Украсила клубничкой. Подписала. Замечательно. Да, подчеркнули оригинал strawberry. Ну, говорят, только бывает, что не настоящий, но бывает, конечно, сейчас все заменяют химией. А это настоящая клубничка, которую порезали, красиво украсили торт. Вот еще какой торт заказали в виде сердца. Но это не мы заказали. Так вот, значит, сегодня утром Парам вместе с Артуром приготовили мне завтрак, чтобы я немножечко отдохнула от готовки. Ну, ничего особенного, такой же завтрак, как всегда, но было очень приятно. Было очень-очень приятно. Women's Day, no birthday. Люди думают, что мы идем отмечать день рождения с тортом. Потому что так здесь особо, я же говорю, не отмечают. Какие-то митинги проводят. А так, чтобы вот именно с тортом, мало кто отмечает. Ну, а вот мы решили. И причем не сами, мы еще позвали девочек. Ниха, Приянка, Бавин. Ну, Бавин не девочка. Так смешно получилось, позвали девочек. Ну, в общем, с друзьями. Хочу вам еще кое-что интересное рассказать по поводу подруг. Чьи это подруги? Мои или не мои? Значит, вчера Ниха звонит Параму и говорит, мол, я вместе с Приянкой сейчас вместе зайдем к вам в гости на чаек, посидеть, поболтать. А Парам как раз вчера провожал Эллу. Ну, он говорит, я не дома, я в Нерале. Она, мол, ну, а когда ты будешь? А он точно не знал, когда он будет, потому что после Эллы у него там еще кое-какие дела были именно в Нерале. Ну, и Парам говорит, ну, вы можете прийти домой, там Наташа.
А Ниха стала юлить, мол, ну а во сколько, может быть, вот ты придешь, ну ага, ну что там в шутку переводить. И Парам говорит, ну ладно, давай ты типа подумай, потом созвонимся. И мне ж Парам звонит, рассказывает об этом. Я говорю, Парам, ну видишь, получается, что это твои подружки, а не мои. Им важно, чтобы ты был дома. А я уже это так второстепенно. Парам-то нет, не выдумывай. Ну и, в общем, я тогда Параму предложила, мол, давай их на завтра пригласим, тем более завтра 8 марта, сделаем такой вот, здесь говорят, пати, небольшое пати с тортом. И мне приятно, и, ну, в общем, сам факт, что чьи это друзья, чьи подруги. Так, а вот и девочки. Мы их догнали, они медленно поднимались в гору, потому что с малышкой. Айдрити. О, very nice dress. Fashion girl. Какое модное, красивое платье. And where is Prisha? Sleep. Ага. Племянница Приша, это племянница Нихи, она часто ее вместе с собой берет, говорит, спит она сейчас. Спит, а в 5 часов будет у них это подготовка к экзаменам. Тюшен. А Артур уже сегодня сходил, причем на 2. Я вам чуть позже расскажу. Да, так вот, что я хотела сказать, что, ну, естественно, да, есть у нас языковой барьер, хотя мы используем, я уже после того, как стала ходить вместе со всеми на йогу, как-то и хинди стала лучше понимать и говорить, ну, английский. То есть, в принципе, у нас налажено более или менее общение. Но вот проблема в том, что... Или не проблема, значит, объясняю, почему именно с Парамом им интересно общаться, потому что, ну, действительно, Парам в курсе всех дел Матерана, он очень общительный, знает все новости. Ну вот, им именно вообще, в принципе, интересно с Парамом общаться. Это может быть, да, на видео он кажется каким-то угрюмым, а вот когда он с друзьями общается, он просто душа компании. И это без шуток, это действительно так. Ему очень легко завести друзей. Ну, друзей, это громко сказано, приятелей, знакомиться где угодно во время путешествий. Вот, видите, как они. Что? А вот смотрите, о футболках еще может с ними поговорить, о вещах. You talk about your clothes? I рассказываю своим зрителям, what about you talk with girls? Ну, which subject? Какие темы вы обсуждаете? А, да, Элла, они спросили, что Элла подарила, а Парам говорит, что футболку. Футболку с надписью, понятно. А я уже думала, ничего себе, поэтому они любят с Парамом общаться, что он как на тему тряпок может поговорить. Не, ну на самом деле любят больше все, и индийцы в том числе, какие-то сплетни, какие-то новости. И Парам, вот я же говорю, в курсе всех этих дел. Так, а что, what about Бавин? Бавин, может, позже подойдет, он в магазине, у них там, как семейный у них бизнес, и они по очереди. Кто-то спит, да, сейчас как раз, как вы поняли, племянница спит. Вообще, в принципе, сейчас время после обеда, и многие индийцы спят. И, видимо, у Бавина мама спит там, или папа, или брат, и Бавин сейчас в магазине торгует. А потом, когда кто-то проснется, заменит его, и Бавин придет присоединиться к нам в нашу компанию. ऐसा रुको वेट This is for me.
Ой, спасибо, thank you, thank you. Так, мы провели приянку. Здесь она работает, это их семейный бизнес, вот этот вот магазинчик. Сейчас мы видим маму, там папа внутри, ну и, собственно, Янка здесь останется. Продают одежду, обезьянки. Я так немножечко покажу, какой здесь ассортимент. Детская одежда и для взрослых. Так как у нас туристическое место, много желающих. Ну, когда как, конечно, как у всех. Сейчас не очень хороший сезон пока. Людей, как видите, немного, очередь не стоит. Но, тем не менее, вот такой вот у них бизнес, магазинчик. Окей? Бай. Сегодня у Артура первый экзамен. Вы видите, он стоит на остановке, ждет рикшу и готовится, повторяет. И вот еще обратите, пожалуйста, внимание на его друга, одноклассника Вигнеша, нашего соседа. Вот, видите, какой традиционный парень. Он сегодня утром совершил пуджу, религиозный обряд. Он попросил Бога, Артур, не кривляйся, попросил Бога, чтобы Бог ему помог, чтобы удача ему сопутствовала сегодня, чтобы экзамен он сдал на высшие баллы. Вот у всех практически сегодня экзамены, видите, родители провожают детей, волнуются, дают напутствующие советы. Вот это вот все, отцы стоят. Ждем рикшу, почему-то рикш сегодня нету. Вот этот вот паренек тоже сегодня совершил религиозный обряд, видите, между бровок, точечка. Все, Артур, счастливо. Все переживают, и взрослые, и дети. Выпускные экзамены. Напоминаю, Артур заканчивает 4 класс. Здесь не так, как у нас. Здесь вот выпускной экзамен будет, в марте закончится, и уже в апреле он пойдет в 5 класс. Уже в апреле. Где мое чадо? Давай, Артур, ты справишься, я знаю, я верю в тебя. Вот девочка постарше, Танишка, тоже она сегодня утром совершила пуджу. It's not every day. Some people make every day, some people mama, papa say. Я уточнила, что не каждый день. Иногда дети опаздывают, иногда родители тоже там спят в то время, когда взрослая, да, уже дочка, она и сама может собраться. When we are small, now we go to school. Every day we near go to temple. So we not visit, we not prayer. So when exam time that day I will pray. Вот Парам вспомнил, что обычно вот он по дороге в школу проходил храм и просто проходил мимо. А вот перед экзаменами они там останавливались, задерживались на какое-то время, чтобы помолиться. Вот так вот. 44, 45, 46, 47, 48. Парам как организовал молодежь. Встал в планку и говорит, давайте все вместе. У нас сегодня понедельник, и я так поняла, много народу, потому что многие решили начинать с понедельника. Видите, в Индии, как и везде. How much time? 1 минуту. Ну, я без проблем могу выстоять в планке. Минуту и 2 тоже. Сегодня Павин почему-то не пришел на йогу, отменил занятия. И никто не пришел без него, поэтому я здесь, в тренажерном зале. Хотя, не по плану, по понедельникам я обычно занимаюсь йогой. И вот видите, сколько много народу пришло в этот день. Начало недели. Кстати, какие накачанные молодые ребята, им лет по 19, 18. Вот это вот сын Прасад Саванта. Так, Маркиза, хорошо, что я тебя сейчас нашла, застала за таким вот важным делом. Отвлекись на секундочку и покажи свою мордочку.
Маркиза, иди сюда, моя кися хорошая. Иди сюда, вот, посмотрите. Ну все, ладно, иди. Я думаю, что все увидели, все заметили отметинку между глазами, тику. Вот такую вот точку, здесь это называют как третий глаз, бинди или тика. И что я хочу вам сказать, мои дорогие зрители, эта отметина появилась у нее недавно, буквально пару недель назад. Я эту кошечку молодую знаю с самого рождения. Ничего этого подобного раньше не было. И вот еще вот этого котика я узнала уже взрослым. Он стал нам приходить, он где-то по соседству живет. У него тоже есть такая же отметина. И я раньше всегда думала, и еще один кот есть с отметиной. Я думала, что это окрас, природный окрас. Но оказывается нет. Вот, так что я уже несколько дней ломаю голову. Для меня это уже стало делом чести. Разгадать тайну. Что это магия? Ну, то, что это магия, мне верится с трудом. Good morning. Вот. Или тогда что это? Кто это? А главное, зачем рисует метки котам на лбу? Для чего это надо и чем они рисуют? Получается, что это на года у них остается, потому что кот с такой меткой к нам приходит уже с самого начала, сколько мы уже здесь живем, 2 года и даже больше, и у него с самого начала была эта метка. Вот. Не это, другой кот, Ганеш. Этого я где-то год знаю. Метка не смывается. Хотя вы знаете, что котики чистоплотные, они умываются. Но чем-то таким вот прямо конкретно. Артур, как ты думаешь, это магия или что? Как это можно объяснить? Откуда у них появляются эти метки на лбу? Ну, вот Артур считает, что кто-то им рисует. Кто, зачем и чем? Вот в чем вопрос. Вот, и еще информация вам для размышления. Значит, что такое тика? Тику наносят обычно в храмах. Я вам часто показывала в своих видео, крашеной куркумой, либо же дома после завершения пуджи, религиозного обряда. Это как оберег, как благословение. А бинди – это часто про красоту, про стиль, как украшение. Женщины украшают свой образ. Даже часто она по цвету, так как наклеечка, бархатка, либо с камнями красивая, дополняет образ. Но раньше бинди использовали для определения касты, точнее варны. И вот я нашла в интернете, что именно если бинди черного цвета, то это значит варна кшатриев, воинов. Вот. Ну, вот такая вот информация про котов, если она вам... Ну, я думаю, что многие из вас, мои дорогие зрители, любят детективы, так что давайте вместе разгадаем эту загадочную историю, эту тайну. Ну, а мы сейчас вместе с Парамом Артура проведем на дополнительное занятие и по пути еще зайдем в одно интересное место. У нас в Матаране открылся клуб, место для проведения торжественных мероприятий, для свадебных церемоний. В общем, мне самой интересно посмотреть и заодно вам покажу. И вот еще по поводу Артура хочу рассказать. Артур у меня, наверное, с 2 лет ходит на дополнительные занятия. Это что-то вроде нашей продленки. Помните, ну, во всяком случае, у нас в школе была продленка, я туда особо не ходила, но, в общем, там дети под контролем, примерно 15 человек из разных классов выполняют домашние задания, подготавливаются к экзаменам, ну и преподавательница проверяет, тестирует их, иногда, да, отвечает на вопросы. А мы еще сейчас дополнительно для Артура нашли репетитора. Я давно об этом мечтала. Вот, ну, просила Парама, чтобы он нашел, и наконец-то это свершилось. Он уже, наверное, недели 3 ходит к этому репетитору, к сэру. Артур и еще один мальчик. Этот сэр с ними занимается лично, все объясняет, все растолковывает. Ну, я считаю, что для Артура это действительно важно, потому что некоторые слова он может не знать. Английский, марати, хинди – это все не наши с Парамом родные языки. Вот, конечно, это накладно, но эффективно. Я очень рада, действительно, я вижу прогресс.
если с той учительницей Натушин, которая вот сейчас он идет, они ну, там часто заучивают, то с сэром такого нет, такого не прокатывает. Он все там ну, очень ответственно занимается. Но, правда, эти занятия у него проходят поздно вечером. Сэр, кроме того, что преподает в школе, математику в основном, он и подтягивает Артура по математике, по хинди, по марате. Школа у Артура английская, и у них, кстати, все ученики не очень хорошо успевают по хинди и марате. Ну, как родители считают, потому что вот больше идет акцент на английский. Значит, и что я... сэр, кроме того, что он в школе работает преподавателем, у него еще какая-то работа есть, поэтому он принимает Артура в 8 часов вечера. С 8 до 9:30 Артур занимается, приходит уже там, искупался и спать. У меня мама моя возмущается, у меня брат возмущается. Говорит, почему вы не ходили на такие занятия, зачем оно надо, ну, как вы к этому относитесь? Я считаю, что все-таки Артуру надо. Да, конечно, мне его жалко, ну, хотя бы вот, особенно сейчас, перед выпускными экзаменами, пусть занимается на всю мощь максимально, пусть его прокачают. Так, ну и что еще хотел сказать? Вы, наверное, догадались, что это уже следующий день, я, по-моему, не сказала. Ну и сейчас еще поговорим по поводу наших посиделок на 8 марта. Парам, какой ты у меня молодец, Парам. Супер хазбенд. Он сделал праздник не только для меня, но и для девчонок, для Нихи и Приянки. Он тоже устроил такой вот сюрприз. Мы им заранее не говорили, что будет торт. Ну, действительно, отлично посидели, поболтали, они довольны. Я тоже довольна. Мне, кстати, Парам предлагал, причем, ну, так прямо настойчиво, можно сказать, даже уговаривал, поехать в Мумбаи или куда-то в город на шопинг. Я говорю, какой шопинг? Я еще то, что в прошлый раз купила, еще не все надела, еще свои сарафаны даже ни разу не надела. Я говорю, не нужен мне шопинг. Он говорит, в ресторан. Я говорю, ну, у нас сейчас другие приоритеты. В ресторане посидим в другой раз. Не обязательно на 8 марта или в честь 8 марта. Ага, да, я поняла. Женщина наша. Героиня, наша героиня, говорит, ой, какой молодец, у вас на марате разговаривает. Здесь у нас в Матаране родной язык марати, язык штата, но не все, многие разговаривают на хинди. И вот она оценила, что Артур какой молодец, уже на марате отлично болтает. Yes. Now she in Varanasi. My sister Ella now in Varanasi. You know Varanasi? Я спрашиваю, твоя сестра? Нас многие думали, что Элла это моя сестра. Ну и мы никого не переубеждали в этом. Окей, окей. Потому что Элла у нас расположилась, получается, незаконно. Нам нельзя, у нас нет разрешения на иностранцев. И мы сказали, что это моя родственница. Поэтому никто не возмущался, поэтому никто не накапал. Yes, she very good. Говорит, очень хорошая. Давайте, Элла. Привет тебе передаю. Привет, Элла. Парам, давай тоже Элле привет передаем. Ella, привет. Say hi for Ella, for my sister. Say. Ella, Biella, hi kara. Hi kara. Болли. Ну хорошо, она уже помахала. Так, мы уже подходим. Слушайте, какая красота. Вы только посмотрите, я даже не ожидала. Вот это вот здание. Его построили недавно. Двухэтажное здание. Получается, что внизу будут проводиться церемонии, а на втором этаже как ресторан. Я вижу там столики, стулья, прекрасный вид, панорамные окна. С той стороны вид на горы. Очень красиво. You like it? Тебе нравится? Very beautiful. But, да, вот я хочу еще только уточнить такой момент. Вот, Парам, скажи, что... This is Maratha Samaj Hall.
They make for У нас в Матаране есть многочисленная община каста Марати, и только они будут иметь право здесь абсолютно бесплатно проводить свадебные церемонии. Вот такая вот дискриминация. Говорят, что каст нет. No caste. Да, пора мне иногда говорит, что нету никаких каст. Сейчас даже если я там буду обсуждать эту тему, меня могут там оштрафовать, но даже нет, потому что... А на самом деле есть. На самом деле, видите, как вот Ниха у нас относится к этой касте Марати, и вот было торжественное открытие, она на него ходила, и, я не ходила, я, в принципе, и не собиралась, там другие дела были, но, в принципе, я не могла туда пойти. Представители других каст, других общин не могли посетить. She муслим, да? Это женщина-мусульманка. И, в общем, да, то есть она сейчас, я думала, что пожилым людям, в принципе, разрешено. Not husband. I'm not say husband, I say she Muslim, да? Я же не знаю, and she not eat food, да? Не едят и не пьют воду, и не едят до захода солнца. Я вам уже эту тему мы с вами в следующем видео разберем. Вот, и по поводу Нихи. Вот она может, она имеет возможность в этом здании сыграть свадьбу своему сыну. А никто другой, мы, скажем, не можем, только представители этой касты. We go check chicken for dogs. Вот, так что Ниха у нас относится к очень почитаемой в нашем штате, в штате Махараштра касте Маратхи, воины, весьма уважаемые люди. И я вам недорассказала по поводу наших посиделок на 8 марта, очень хорошо посидели, пообщались, сначала мы обсудили Бавина, который так и не пришел, помыли ему косточки, а потом стали жаловаться по поводу бизнеса. Парам у меня вообще никогда не жалуется, у него всегда все хорошо, все под контролем, все отлично. Я тоже никогда не жалуюсь на видео, но так вот именно не на видео, скажем так, поддержала эту тему. У меня Парам, даже в предыдущем месяце у нас получилось как без заработка. И я расстроена по этому поводу, а Парам радуется, что мы не в минусах, говорит. Это очень хорошо для такого месяца, что мы не ушли в минус. То есть он всегда на все смотрит с оптимизмом. А Ниха стала жаловаться. И как раз по поводу касты я вам сейчас расскажу историю. Какой у них бизнес? У них несколько лошадей. Ее муж и брат мужа устраивают конные прогулки на лошадях. Но что они делают, эти мужчины? Они только ищут клиентов, договариваются о цене. У них постоянные клиенты, весьма уважаемые люди. А именно эти прогулки отвозят туристов на точки обзора на красивый работник. И Ниха пожаловалась, что их работник отравился алкоголем. В общем, он сейчас находится в больнице уже несколько недель. Он уже в нормальном, стабильном состоянии, но работать он не может. И я, естественно, и мы все вместе с вами подумали, почему бы сейчас не работать этим мужчинам, ее мужу, брата мужа. Нет, говорит, нет, это не положено. Они сейчас сидят без денег, когда какие-то постоянные клиенты звонят, они их отдают своим коллегам, может быть, за какую-то комиссию небольшую, но все равно теряют очень сильно. Но сами они не поедут. Это, как говорится, ниже достоинства. Им нужно, они обязаны поддерживать этот статус. Возможно, им бы и хотелось самим, но они не могут себе это позволить. Это их репутацию испортит. Вот так вот, друзья, в Индии. Все, мои дорогие зрители, я вам еще много чего хотела рассказать, но уже в следующей серии. А на этом все. Всех люблю, целую, крепко обнимаю. Пока-пока. До скорых новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.